Всем привет, друзья! Еду искать тайник. У меня отпуск, июль. Сегодня, по-моему, 15 июля. Моя вся банда у нас, напоминаю, кто еще не понял и кому это вообще абсолютно не интересно, я все равно вам напомню. У нас в гостях Ирины родственники в составе, по-моему, если я ничего не путаю, 5 человек. Плюс добавилось еще к этому еще 3 и дети. Итого плюс 10 человек. Вот. И на сегодня тепленький день, поэтому снимать долго в чехле вот этом нельзя, потому что камера перегреется. Сегодня обещают 32 градуса. Ну и вся моя банда поехала на пляж, на море. Я тоже еду к ним на море, но я еду на велосипеде. Потому что мне нужен контент для моего YouTube канала. Мне надо найти тайник для контента для моего YouTube канала. И мне надо проехаться на велосипеде. Я вчера и позавчера на нем уже ездил, но этого мало. Я хочу ездить каждый день в отпуске на велосипеде. Максимально возможное количество километров и времени, насколько это вообще возможно, учитывая, что у нас только дома много гостей. Вот, я выбрал тайник возле пляжа, направление Граль-Мюриц, это ОСЗ, напоминаю, Балтийское море, это побережье Балтийского моря, там будет тайничок, абсолютно простой, из плана таких тайников, что приехал и нашел. Потому что сейчас дорого время. Пока я буду искать, пока я доеду на велосипеде, они уже обратно вся банда моя с пляжа уедет. А я хотел бы еще с ними позагорать, поболтать, поваляться, покупаться, может быть, даже. Не знаю, последний раз вода была холодная. Куда я, блядь, попереключался? Холоднючая. Сейчас по ночам холодно. И по дням тоже холодно, дождь. В общем, погода говно. Но, слава богу, есть теплые деньки, как сегодня. Ветреные, но теплые. И я думаю еще все-таки покупаться. Я думаю еще испытать под водой мою GoPro экшн камеру. Потому что, как вроде бы, она для этого тоже предназначена. До 10 метров в соленой воде на глубину. До 10 метров можно погружаться. Стремно очень, потому что вещь дорогая. И весь мой видеоблогинг вместе с поломкой этой камеры закончится. И на кону очень много. Но очень хочется прямо попробовать ее в деле под водой. То есть мы живем в море. И как бы лето проходит. И что-то хотелось бы прямо с моря какие-то съемки. Прямо непосредственно с моря. Непосредственно с воды. Из-под воды. Какие-то съемки включить мои видеоролики. Вот такой вот план, друзья. Если подытожить коротко, еду, все мои гости вместе с Ирусей поехали на машинах на пляж, а я один-одинешенек еду на велосипеде к ним туда на пляж. Расстояние 20 километров до тайника, то есть, соответственно, получится 40 километров туда-обратно, плюс там от тайника до пляжа еще пару километров, я думаю, будет 40-45 километров. Вот так это все выглядит. Вот такие вот наши мекленбургские красоты, которые я не устаю показывать, потому что живем мы действительно в райском крае, в плане природы. У нас здесь очень и очень красиво. Собственно говоря, вот такое вот сцепление пока небольшое. Едем максимально по возможности. Надо быстро доехать, потому что я переживаю, чтобы они без меня все не съели, не выпили, не забрали все солнце и не искупались во всей воде. Ну, такой бред просто. Заполняю паузу, да? Едем. Зрители очень любят негативчик всякие, не раздражающие штуки. Вот из раздражающего радио, которое я слушаю в наушниках, которые починил мне Илюха, у меня перестало работать одно ухо вдруг.
И я думаю, блин, свежие наушники относительно полгода, наверное, не дешевые. И поломались. Так обидно. О май год. Оказывается, они что-то глючат. И там есть целая система технологий, как не перестает одно ухо работать. В плане один наушник. В общем, Илюха починил, у меня 2 наушника теперь работают, все отлично. Это вообще похеру, это информация, вам и всем, и меня тоже. Меня раздражает вот это радио, которое все время включается реклама, а я без очков не вижу эти маленькие крестики, куда надо нажать, чтобы выключить эту надоедливую рекламу. Это меня сводит с ума! А еще меня сводит с ума, когда что-то рассказываю на камеру, и у меня в наушниках орет навигатор Links abbiegen! Вот таким именно, на всю, что у меня глаза вылазили. Links abbiegen nach 200 метров. Сука! Немножко завелся. Ладно, все, проехали. Надоедливой рекламы спасает только 2 вещи. Это свое радио, которое у меня есть. Но оно сегодня 101.ru просто недоступно сегодня целый день. Не работает у меня ни одна станция. Не знаю, что за херня у них там. И второй вариант — это скинуть себе на телефон всю музыку. Что я, собственно говоря, конечно же, уже сделал давным-давно. Но эта музыка вся меня уже подзадолбала. Ее надо давно уже обновить. Вот такие, друзья, новости, собственно говоря. Особых новостей немного. Гости у нас уже неделю. И у нас очень насыщенная программа. Мы каждый день где-то наворачиваем километры. Или пешком, или на велосипедах, или на машинах. Каждый день мы где-то и Мунтервекс, какие-то мероприятия. Не сказать, что я устал. Но иногда хочется просто лечь и умереть, чтобы никто не трогал. Где-то в уголке. Шучу. Не, все нормально, абсолютно. Я хотел только сказать, что мне приходится тренироваться среди гостей прямо непосредственно. Потому что я тренируюсь дома. Тренируюсь уже многие годы дома. У меня есть план, график, которого я придерживаюсь неукоснительно, в каком бы состоянии я не был. Максимум, что я себе позволяю, это на день перенести тренировку, сдвинуть. Но это максимально. То есть я тренируюсь либо каждый 3-й день, либо если я устал, не было времени, сильно много работы, я тренируюсь каждый 4-й день, на 4-й день. Но 4-й это крайняк, то есть на 5-й переносить уже тогда нету смысла вообще тренироваться. И выглядит это все, конечно, я понимаю, смешно и глупо, когда здоровый лоб отжимается, подтягивается среди гостей. И это выглядит, как будто он хочет просто попонтоваться и порисоваться. Ну, это так, тоже так. Алло. Но не совсем. Я действительно тренируюсь дома, я тренируюсь регулярно, и поэтому, кто бы там ни был, я все равно буду тренироваться. Просто я говорю, да тренируйся, потренируйся вечером. Блин, во-первых, вечером гости никуда не денутся. И вечером я уже всегда буду убитый, уставший. Это уже совсем не та тренировка. Надо всегда стараться по мере наличия времени в первой половине дня тренироваться. Если есть такая возможность, то вот так вот. Так что, друзья, если вы будете смотреть это видео, и вы были у меня в гостях, и я перед вами пошел вдруг отжиматься, тягать гантели, подтягиваться, я не хочу рисануться. У меня просто план и график. Я человек планов, записей, целей. Я на этом повернут. И все, что идет не по графику и не по плану, меня бесит и раздражает. А чтобы меня саму себя не бесить, я отжимаюсь между ваших ног, когда вы кушаете, едите, сидите за столом. Я залазю под стол и отжимаюсь от пола. Шутка. Вчера, кстати, я отжался с Ирусей на спине целых 25 раз, на секундочку. Пока что это рекорд. Максимально было 22 раза от пола с Ирой на спине. Вчера 25. Я не стал кричать и орать, но в душе
У меня все. Сейчас у меня выговорится навигатор в ушах. Да, окей. Но внутри я радовался и такой юпи, еху. А на людях я не подал виду и дальше тренировался, как ни в чем не бывало. Но я вчера Альпе Шведе 25 раз, рекорд. Причем не 23, не на один раз, а на целых 3 раза больше. Порадуйтесь за меня, поставьте лайк, а? Будьте людьми. Был небольшой такой инцидент. Мы гуляли в Ростоке целый день все вместе. Ну, я не смотрю с таким заговорческим видом вместе с Русей. Что-то задумали, затеяли, а те, кто не знает, я напомню, это вообще информация ни о чем. Сразу забудьте, стерите из своей памяти, через 3 дня у меня день рождения. Ну и, короче, зайдем в Сатурн, это магазин техники, там, зайдем, я понял, что они хотят там подарок посмотреть. В общем, мы пошли не в Сатурн, а пошли в Кьюбе, магазин велосипедный. И Тимур нашел там велокомпьютер. Вот, и они хотели все со мной обсудить, как насчет подарить мне велокомпьютер. Я очень мега тронут, это очень действительно приятно, что об тебе вообще кто-то помнит. А если тебе еще кто-то и подарки собирается дарить, еще и такие дорогущие, это втройне приятно, за что вам отдельное большое спасибо, очень тронут, действительно. Но компьютер, я просто не хочу, чтобы вы деньги на ветер выкидывали. И так как я с Одессы, если кто не знает, и все одесское мне не чуждо, я отношусь к делу, таким мероприятиям практично. То есть я говорю, ребят, спасибо большое, но мне компьютер не нужен. Сорян. Но я не буду им пользоваться. У меня телефон все заменяет. Камеру, компьютер, навигацию. Ну, смысл еще таскать какие-то гаджеты дополнительно. Или там еще есть такая штука, которая меряет каденс. Это такой пояс на грудь одевается. Я такой в жизни не буду одевать, потому что это из разряда одеть шлем на голову. Это что-то дополнительно ерзающее по тебе, под которым ты потеешь, чтобы там что-то посмотреть, или что-то ты вдруг там шлем, типа, когда-то через 25 лет упадешь и ударишься об лбу головкой. И все это время носить и париться под ним. Вообще не мое. В общем, деньги на ветер. Ну и я уже научен горьким опытом. Мне тут как-то Эмили, ребенок мой, давным-давно, когда она еще со мной общалась, насела сама, причем это не я абсолютно, это вот клянусь. Что тебе купить, что тебе купить? Ну и вот это моя практичность, я, чтобы деньги зря не выкидывал, я ей накидал тогда ссылок, типа, ну, какие-то мелочевку, чтобы не тратила просто так деньги на ветер, а чтобы купила действительно, что я буду пользоваться, если уже собралась, хотя мне вообще ничего не надо. Ну, если уж собралась, то пусть это будет что-то нужное и полезное. Накидал я ссылок ей, за что получил нагоняй от экс, типа, что я выклянчиваю, выпрашиваю подарки. И это стало мне таким довольно-таки уроком. С тех пор как бы ничего стараюсь не клянчить, не выпрашивать. Хотя отношусь, когда люди дарят что-то кому-то ненужное, очень негативно и отрицательно. Это вот, это мне просто жалко денег людей. Я не знаю, почему это так, ну вот так. В общем, все это в совокупности вместе с моими одесскими, полуодесскими корнями я отношусь к подаркам на день рождения очень практично. И я, короче, тут же им нашел замену. Причем не равноценную, а в 2 раза дороже. Такая вот нескромная рожа. Ваш этот Алекс Титанов хваленый. Фу, блин. Где только такие берутся, как их земля. Ненавижу. Все, я не знаю, что я этим хотел сказать. Я хотел сказать, что такой, блин, неудобный случай. Как-то это все нескромно было. Но опять насели. К чему я про экс и про все это, про ребенка. Насели. Ну а что тогда? Да ничего. Нет. Ну тогда ловите. Раз уж на то пошло. Все, ладно, едем. Тайник искать. Дальше я вам расскажу, как я проходил недавно собеседование на новую работу. Я в прошлом видео пару слов об этом сказал. Но как-то было все, я спешил, как-то было все сумбурно, скомкано. И я тему не развернул, хотя было довольно-таки интересно и поучительно на будущее. Для меня, по крайней мере.
Иху! Вот. Собственно говоря, начнем повествование от прошедшего собеседования на новую работу. Пока я еще относительно свеж, мне не напекло голову солнцем, я не вымотался на велосипеде. И плюс потом уже пускай будет контент, связанный с поиском таких тайника, чему это, собственно говоря, все посвящено. В общем, собеседование было позавчера. Ну и прошло довольно-таки интересно. Во-первых, я начал мандражировать уже за дня 3 до него. Надо понимать, что, ну, кто не в теме, что я живу в Германии, собеседование на немецком и собеседование на не просто там официантом или там, ну, не знаю, какие-то профессии уборщиком, где как бы от тебя ничего не требуется, делай свое дело, да и все. Тут как бы надо немножко некие навыки иметь. Дело, в общем, серьезное здесь. Это машиностроение, и тут надо уметь разбираться в чертежах, надо более-менее сносно понимать, говорить по-немецки. В общем, для меня это, для человека, который баран, все еще, я считаю, это стресс. В общем, за 3 дня я уже начал такой плохо спать, такой, блин, по ночам я просыпался, у меня сегодня термин, ну, встреча, этот Vorstellungsgespräch, собеседование, или какого числа, во сколько времени, вот это какие-то кошмары мне снились, я вставал, смотрел на часы, опять ложился, а последний день у меня собеседование было в 8 утра, туда еще ехать минут 40, то есть 30 километров от дома. Я поставил будильник на 2 часа раньше, на 6 утра, я в 3 часа ночи встал, так, ага, точно сегодня 13, да, во сколько? 8, окей, лег спать через полчаса. Так, а сколько времени я проспал? Ну, все, начал очень рано. Опять просыпаюсь. О, уже светло, блин, я проспал. Короче, я уже ночью уже завелся. Надо понимать, что у тебя в квартире от 5 до 10 человек гостей, и ты практически мало, ну не практически, а мало спишь, и не в привычной своей кроватке и своей подушечке и одеяльце, а где-то в гостиной. Это все отбой там то в 12, то в 3. В общем, спишь ты не как бы обычно и привычно, много сладко и пускаешь слюни, а довольно-таки все это поверхностно. И тут такой стресс, это все одно на другое наложилось. В общем, я такой, да похеру. Я не волнуюсь. Я говорю, ты волнуешься? Нет, вообще, просто скала, камень. Вот не пробивай, не прошибай, броня. У меня же есть работа, у меня реально есть работа, которая мне нравится, которая, да все ништяк, ну денег просто хочется побольше. И более, как бы в этом предприятии, они меня спрашивали, пытали, а почему ты вот уходишь с насиженного места на новое, еще в твоем возрасте, 48 лет через 3 дня, это не просто на самом деле. Я говорю, ну блин, хочу больше денег, скрывать не буду, хочу больше надежности. То есть я в своем предприятии, уверенности в завтрашнем дне не совсем уверен, но чуть-чуть поближе. В общем, разволновался я приехал на полчаса раньше, там поблукал по ихнему предприятию, нашел, все, сижу. Ну, сидите, ждите, сейчас у вас с вами приду. Сижу, жду. Они опоздали, что-то чувак с отдела кадров на 5 минут опоздал. Приходит такой Хер Герасимов, все, да, я такой-то, разумеется, я не слышу вообще, как его зовут, он представляется, жмет мне руку, я такой, что-то вскакиваю, да, я Хер Герасимов, все, ну, в общем, я завелся, в смысле, начал переживать и нервничать. Ну, пройдемте, вот, как доехали по дороге, там, на второй этаж, найдем в офис на эти все помещения. Это очень большое предприятие, не буду пока говорить какое. Если все срастется, тогда скажу, если они меня возьмут. Я, наверное, уже говорил, но это все никто не слышал сегодня, поэтому сделаю с этого опять тайну. Мы идем туда, там я захожу, там сидит чувак такой, еще строже этого, он уже инженер с этого моего цеха, в который они ищут людей. И тут меня что-то совсем перекрыло какое-то дыхание. Я забыл немецкий, все, что и так не знал.
И, в общем, ну, расскажите о себе, блядь. Я такой, ну, короче, начинаю бледнеть, краснеть, горло пересыхает, я облизываю эти губы. В общем, ну, буквально первые 5 минут он меня попустил, слава богу. Но сначала я припозорился. Он такой, ну что вы типа ауфгерект, как-то по-русски взбудоражены, не взбудоражены, а возбуждены. Я говорю, ну да, немножко. В общем, собеседование час длилось, час. У меня такого длинного собеседования еще не было ни разу в жизни. Они меня прогнали по всему моему Лебедслауфу, где, на каком предприятии, что именно делал. Почему я хочу поменять работу, что я умею, что я не умею. Какие у меня представления о новой работе. Потом они принесли чертежи того, что приблизительно я должен буду делать. Типа, вы понимаете, разбираетесь? Я говорю, ну, блин, поскольку. А варить, типа, сваркой вы умеете? Я говорю, ну, варил, да, могу, надо освежить. И как тут понеслось. В общем, в результате дошло до того, что он такой, ну, вы, типа, как вообще? Готовы поменять вообще всю жизнь? Все с ног на голову поставить, полностью сейчас обучиться фактически новой профессии. Это будет стресс опять, это будет на уровень все сложнее, тяжелее то, что вы делаете сейчас. Это будет, разумеется, больше денег, это будет гораздо на порядок сложнее. И я тут задумался, такой, бля, я не знаю, дайте подумать. Сижу, думаю. И чувак с отдела кадров, у меня такое впечатление сложилось, что как будто бы я им все-таки нужен, потому что он начал что-то не уговаривать такое. Да вы типа не переживайте, мы вас обучим, и это все не так сразу и быстро, это все будет длиться, это все постепенно. А этот чувак, который они играли, по-моему, доброго и злого полицейского. А этот инженер, он такой, ну, смотрите, тут у нас все строго, и такой вот из-под бровей на меня смотрит, типа, я тебя вижу, блин, насквозь ты, блин, прохиндей. Снимать камеру? Прекрасно, здорово, я, как обычно, не взял еще один аккумулятор, а этот садится. Сейчас подытожу быстро. В общем, они меня поставили перед выбором, типа, вот подумай хорошенько, справишься ты, сможешь или нет с новой работой. И я подумал и говорю, блин, да, справлюсь. Ну и все, наверное, как бы закончился наш разговор. Типа, мы вам в течение недели сообщим результаты нашего собеседования. Берем вы нас или нет. Просто на кону как бы очень много стояло. Я могу потерять работу, а на этой с этой новой не справиться, и со мной никто цацкаться и играться не будет. А типа, как обычно, везде пробует сайт, у них, кстати, не полгода, а 3 месяца всего. Они меня просто отправят на улицу, а ту работу я потеряю. Поэтому все дело серьезно, заканчиваю с этим болтовней, с этой. И оставляю немножко аккумулятора на съемке поиска тайника, собственно. Все. Так, остановился попить воды. Сегодня припекает, будь здоров. Показывал 32 градуса сейчас, наверное. Еще того же. Осталось 28% аккумулятора. Ну, в принципе, должно хватить. Я еще хотел поснимать на пляже всю банду и хотел испробовать под водой камеру. Заехал я в лес. Это который лес возле Ростока. Он тянется от Гральмюриц до Ростока. Шикарный лес, и мне осталось 2 минутки до тайника, 600 метров. В общем, я у цели. Место прямо. Вот я уже у тайника, здесь такое место именно погонять на горном велосипеде в лесу. Никого. И такие горки, трейлы прямо. Кроссфит, или как он называется? Кросс-кантри, наверное, да? Попрыгать по этим горкам на велосипеде. Офигенные такие холмы. Класс. Место офигенское. Пробую с камерой в одной руке. Иху! Офигеть. Чу! Так, я проехал. Проехал тайник. Так, где тайник? Вот он дальше. Заезжаем на горку. Вот он дальше.
где-то здесь. Где-то здесь. Какие-то березы там должны быть, по-моему. Соцветы раз. Снимаю чехол, а то камера перегрелась уже. Задание. В задании написано следующее. Семейный тайник находится здесь, в Граале, ну, Грааль-Мюрец, населенный пункт, в небольшой парковой зоне. Это парк. Особенно для родителей, которые водят своих детей собирать банки, или детей, которые хотят показать бабушке и дедушке, что это такое геокешинг. Традиция, которую легко найти на прогулке. Пожалуйста, принесите ручку у подножия 2 берез. В общем, это простой тайник. Я вижу одну березу. Уже это простой тайник, и всем, кто хочет показать бабушке и дедушке, и своим родителям, детям, как выглядит геокешинг, быстро, легко и просто, это он, это подходящий тайник, друзья. Итак, мы идем к 2 березам, берем с собой мои протеиновые батончики, растеклись, я не вижу ручки, расплавились, я вижу ручку. Так, оставляю все здесь. И иду к 2 березам. Нам надо сохранять, экономить аккумулятор. Убираем велосипед в проезжей части, чтобы его быстро не стерли, не увели, потому что я не представляю свою жизнь больше без него. Одну березу я вижу, второй пока нет. Одеваю мои геокетчерские очки. Выгляжу я в них уродски, несерьезно, но зато я хотя бы вижу вот еще одна береза. Вот одна, а вон там вторая. Да, окей, между этими 2 березами вот этот пень и вот этот пень. Быстро, потому что мне надо экономить аккумулятор. Так, насколько блицкриг не получился, поэтому я иду за телефоном и навигацией. И будем навигировать по навигации. Искать наш тайник, 2 березы. Вы видите еще березы? Вы вообще ни хрена не видите? Сочувствую, потому что здесь очень прикольно и красиво. Ну, как, собственно говоря, в любом парке, где есть деревья и трава, и комары. Хотя комаров сегодня нету, потому что слишком жарко. Выключаем экономику. Пока ничего не могу найти. И переводчик коряво перевел. Я прочитал оригинал, там все-таки не между 2 берез, а у основания 2 березы. И проблема в том, что здесь ни хера нету, интернета. Вернее, он есть какой-то мега дико слабый, и навигатор не показывает конкретно, где это 2 береза. Берез, я вам скажу, хватает. Вот эти вообще красавчики 2 прямо. То есть их должно быть как минимум 2, если у основания 2 березы. В общем, пока не могу найти. Только простой, в кавычках, тайник. Вот, навигация вообще показывает, что стрелка это не двигается с места. Просто что-то там клемпается, не стоит на месте. А тут берез, я вам скажу, хватает. А это что это? Накаляет обстановку тот факт, что сегодня кто-то прямо передо мной уже этот тайник нашел и отписал комментарий, что прикольный тайник был, спасибо большое, вот 2 березы. То есть прямо сегодня передо мной его кто-то нашел, а я найти не могу. Я уже ищу минут 15. Так. И показывает, что я прямо уже на месте. Вот еще 2 березы. Или нет?
это не березы, но я его нашел. Я нашел тайник. Вот он, тайник. Нашел я этот тайник. Называется он Лягушачий король. Вот так это выглядит. Целый храм лягушачий здесь. Обычно это все спрятано как-то. Ну, надо искать. Здесь прямо выложена накладина, куча такая камней. Жаба какая-то, лягушка. В общем, здесь какое-то лягушачье действительно царство. И это трудно не заметить. Я просто искал вообще в другом месте, потому что здесь какой-то слабый сигнал, и навигатор меня что-то поблукал я с навигатором, и вот случайно уже вышел на место тайника и нашел тайник, можно сказать, случайно. Так. О, ничего себе, здесь прямо целый альтешведа. Даже очки одену, здесь прямо какой-то лягушачий храм. Что здесь такое? Это... А где, собственно... О, фига себе. Я еще такого не видел. Офигеть. Вот так это все выглядит. Заполняю логбук, книжку для отмечаний. Какого-то вот такой вот. Вчера кто-то был, сегодня, не знаю, что это, каракулики, просто какие-то дети, что ли. Окей. Сегодня Алекс und Ирина 15.07.23. Та-да! Та-та-да! Та-три! Что я там снимаю? Та-та-да! Все, друзья, это был тайник. Сейчас я вам точно скажу, как он называется. В Грааль-Мюриц, на побережье Балтийского моря. Здесь вот прямо недалеко, буквально в километре уже море. Тайник этот назывался Фрошкёник. Короче, лягушачий король. Все. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте, не забывайте. И смотрите обязательно до конца. Там в конце такое будет, такой жестяк. Вы такого вообще не видели никогда. Разоблачение, кровь, чернуха и мокруха. Рекомендую. Посмотрите это видео реально до конца, да? Все, друзья, это был тайник Лягушачий король. Вот так вот для детей. Самое то, рекомендую. Ну а я поехал дальше. Что это здесь такое? Просто какое-то вот комары. Даже не комары, а какие-то оводы. Все, я поехал дальше на пляж ко всей остальной своей банде. До связи! Тю! Это какой-то парадиз. Я не помню, когда в наших краях было так жарко. Реально, песок горячий, я не могу ходить. Вон наши. Вы не купаетесь? Почему? Это не моя температура. Серьезно? Да блин, мне кажется, Я уже была, но я как-то не... кайф. Это кайф. Сейчас я испробую камеру под водой. Вот это класс. Короче, погодка мега. Сейчас я испробую камеру под водой таки. Вон мои
вместе с камерой. Люди на меня смотрят, думают, я сам с собой разговариваю. Давайте. Да. Вот это кайф, вот это кайф, а? Кися, а ну нас со стороны сними, как я буду нырять. Это Кися, вот так. Ой, вода, кайф такой вообще. А чё? Мы думали, ты ее хочешь. Я хочу, сейчас я буду. Чингис. А его что, он не может что ли? Да. Ну ты же GoPro, она обязана. Она обязана. Ты тайник нашел? Бомбочкой. Кайф. Я не помню, когда Ты тайник нашел? песок был такой горячий, а? Ага. Нашел, да. Да? Давайте, погнали. Девочки наши не хотят купаться. Я такой, загружаюсь. Пойдем поближе. Включай. Испытание камеры водных условий номер 1. Напоминаю, мы в Остсе, Балтийское море, Германия. Играем, говорится. Пока работает. Пока работает. Итак, испытание номер 2. Надо проплыть над дном, дно снять. Что надо? Хорошо, Тимур, хорошо, водичка как? Круто водичка. Вообще шикарная, прямо. После велика прямо самое то. Конечно, тут скорость меньше. Вообще да, она почти пресная. Тут что-то 0,3, по-моему, содержание соли на литр. Да ладно. Не пробудешь. Так тут камера особо не поплавает. Опять Тимур поплыл, вырывается в фильм. Красота. Так, ну, ты вообще не купалась? Не, не купалась. Так не пойдет. Не, Пойдем. Не пойду. Серьезно? Вода шикарная. Градусов 20 реально. Да, да. Спроси у Иры. Ира, сколько вода? Сколько градусов? Сколько градусов? 27,5 показывала. 20. А вода градусов 20 точно. Камера прошла испытание успешно. Да? Окунул ты ее? Да, я с ней поплавал. Все работает, все ништяк. Можно мочить, да? Можно мочить. Можно под водой снимать. Поплыли под водой, поснимаем. Кораллы. А? Вот, мечта, я знаю, где. Пойдем. Пойдем, поснимаем. Так потом вы что неделю будете болтать. Давай. Так, Чингис, давай. Ты хотел такую камеру купить? На, будешь нас снимать. Она уже включена. 2%? 2% быстрее снимай. Ничего только Не переворачивай, вот так, да. И пальчик. Сзади ребенок. Да.
Да-да. Что тут за салат такой? Пошли быстрее, надо салат будет готовить. Ай, что за... Ай, Там салат обойди и быстро забегай. 1%. Блин, пап, я не хочу уже. Давай быстро этот участок. Я сейчас выйду, я ухожу. Ты как хочешь. Мне. Я снимал еще или нет? Давай заходи, давай. Давай, давай. Хоккеисты все там, пойдем. Давай.